Kia Ceed 2008 года. Шум, коробки в режиме работы парковки и на нейтрале. Что произошло на самом деле? Машина работает с автозапуска. То есть, запускается, все работает отлично, без посторонних шумов. И иногда, где-то раз в 3 дня у меня это получалось, при включении замка зажигания в обычное положение появлялся шум разваливающегося сухого подшипника. Если же коробку перенести в любое другое положение, кроме парковки и нейтрали, шум исчезал, то есть можно было спокойно двигаться. То есть первая мысль была неисправность коробки. По факту, что произошло? Износился сам замок зажигания. Вот он сейчас в разобранном виде, вот в этом месте. Износился каким образом? Контакты все целые, но у машины пробег 200 тысяч. И в смазке образовалась медная пыль и стружка. И она самопроизвольно замыкала контакт. И при включенном зажигании на стартер подавалось питание, и он включался в работу. То есть получилось, что при работающем двигателе, то есть он просто-напросто на режимах парковка и нейтраль подрубался и крутился вместе с двигателем. То есть работал вот этот вот бендикс. Ну, соответственно, его сейчас состояние, хоть его не разбирали, а просто поменяли при ремонте на новый, скорее всего, он вышел из строя, в том числе. Вот. Обратился в мастерскую, те сказали, что у тебя проблема, скорее всего, не в коробке, а в сигнализации, которая каким-то образом блокирует коробку, какой-то клапан коробки, не подается масло в нужном режиме в коробку, отсюда на сухую появляется шум. Вот. Предложили запускать машину не с автозапуска, а с ключа, что я впоследствии сделал. И как результат, то есть в один из моментов запустил двигатель машины с ключа, включился двигатель, вернее не так, повернул ключ, не поворачивая его до конца на пуск стартера, врубился стартер и начал работать на постоянном режиме. И сразу же фактически просто-напросто сгорел. При разборе вот здесь вот видно, получилась вот следующая ситуация. То есть стартер получается на выброс. То есть избежать это можно было легко при первой же неисправности. Разобрать, соответственно, замок просто-напросто. Почистить смазку, заменить ее на новый, и все было бы, работало нормально. Поэтому, если у кого-то случится такая ситуация, все чинится достаточно легко и несложно. Так, дополнительно, у нас в городе ремонт стартера мне обошелся вместе с работой, с диагностикой, снять, поставить 5800. Дешевле было бы, например, купить не оригинальный стартер. Цена у него на данный момент была 3400. И с работой бы он обошелся бы. Снять, поставить у нас 800 рублей. В 400. Вот теперь делайте правильно выводы. Но лучше, конечно, до такого состояния не доводить. Честно говоря, мне догадаться, конечно, было сложно. Вот первое подозрение, конечно, пошло на замок зажигания при запуске с ключа, но тогда уже было делать что-то поздно, выключить зажигание не успел, то есть стартер просто-напросто сгорел. Поэтому будьте внимательнее. Всем удачи!